Всем большой привет! Сегодня пекла батон на закваске. Батон получился с хрустящей корочкой, пышным пористым мякишем и очень-очень вкусный. Тесто у меня на закваске, безопарное. Ссылку на рецепт теста я дам в описании под видео. Замешивала я тесто на ночь, и растаивалось оно у меня чуть больше 8 часов. Увеличилось в объеме раза в 3. Температура в помещении, где растаивалось тесто, 25 градусов по Цельсию. Тесто такое, которое можно использовать и для подового хлеба, и для кормового. Выкладываю тесто на рабочую поверхность. Собирая края теста вниз к центру, придаю тесту круглую форму. А затем раскатываю тесто в не очень тонкий пласт. При необходимости периодически присыпаю тесто мукой, чтобы легче его было раскатывать. Примерно вот такой формы и размера. Одна сторона 30 сантиметров, вторая сторона где-то 25 сантиметров. Можно этот пласт подогнать под прямоугольную форму, можно оставить овальную форму. Скатываю тесто в рулет и каждый виток закрепляю. Выкладываю заготовку на противень, покрытый пергаментом, швом вниз. Сверху немного присыпаю заготовку мукой. Заготовку накрываю и оставляю на расстойке где-то на 1,5 часа. После расстойки перед выпечкой делаю на заготовке небольшие надрезы. И отправляю хлеб на выпечку. Хлеб я выпекала в режиме, который мне посоветовала моя подписчица. На выпечку я отправляла хлеб в холодную духовку, выпекала хлеб 20 минут при температуре 150 градусов по Цельсию, затем температуру увеличивала до 180 градусов по Цельсию и выпекала еще 20 минут. Совет оказался вполне приемлемым. Больше всего мне понравилось, что хлеб отправляется на выпечку в холодную духовку. Время выпечки я увеличила минут на 10, 40 минут мне показалось маловато. Вот такой звук должен быть у хлеба после выпечки. Звонкий, как по барабану. Это говорит о том, что хлеб хорошо пропечен. Хлеб я остужала на решетке. К сожалению, хлеб остыл не полностью, но никак не хватает терпения дожидаться полного остывания. Тем не менее, хлеб стал уже достаточно мягкий, с хрустящей корочкой. Теперь можно посмотреть, какой у хлеба получился мякиш. Это самый волнительный момент. То, какой получился мякиш, говорит о качестве хлеба. И хотя хлеб еще тепловатый, и мякиш не полностью сформирован, мякишем этого хлеба я очень довольна. Мякиш средней пористости. Корочка у батона получилась не толстая. Аромат у хлеба просто шикарный. Кусочек хлеба я уже попробовала. Очень вкусный. Я бы его назвала батон на каждый день. И к первому блюду, и ко второму, и для бутербродов, для всего. Хлеб на закваске на безопарном тесте – это очень хороший вариант для тех, кто не любит долго возиться с выпечкой на закваске. Вы спите, а безопарное тесто на закваске ночью выбраживается, подходит, и к вашему пробуждению оно уже практически готово для выпечки. Всем удачи в хлебопечении, пеките, пеките на здоровье, пеките с удовольствием. Всем здоровья! И до новых встреч на моем канале. Пока-пока.